Всем привет! Меня зовут Витищенко Мария, я аналитический психолог, и в этом видео я хочу поговорить о таком удивительном явлении современного мира, как инфо-цыганство. Кто же такие инфо-цыгане? Почему продавцы воздуха зарабатывают огромные деньги? И самое главное, зачем этот феномен в принципе необходим социуму? Давайте сразу определимся, что под инфо-цыганами мы подразумеваем людей, которые продают те знания, которые и так лежат на поверхности. Просто эти знания упакованы в красивую обертку, и у них классная рекламная кампания. Также мы говорим о тех людях, которые заявляют о своей экспертности в областях, в которых у них недостаточно компетенций, нет какого-то длительного профессионального пути развития. И, конечно же, тех, кто вкладывает огромное количество ресурсов, времени, энергии в то, чтобы расти, развиваться в какой-то нише, просто бомбит от того, что человек, который вчера узнал о какой-то теме, сегодня уже запускает обучающую программу. И здесь стоит проговорить такой важный нюанс. Когда мы видим какую-то персону, либо какую-то группу людей, и они вызывают огромное социальное возмущение, то это значит, что мы сталкиваемся с таким понятием, как коллективная боль, или же коллективная тень. Дело в том, что все мы живем в постсоветском пространстве, и та история, с которой жили наши предки, с которой жили наши родители, она погружена в наше бессознательное. Проходя какие-то исторические этапы и, конечно же, непростые обстоятельства у людей, которые жили до нас, которые находятся в нашей родовой системе, которые имеют отношение к нашей стране, у них формировались определенные убеждения, определенные психологические защиты, которые регулировали поведение человека, оставляя его в зоне безопасности. Через что регулировали? Через понимание, вот это вот можно делать, это нельзя. Такой я плохой, и тогда мне может прилететь, если я буду вести себя определенным образом, а такой я хороший, я буду поощряем в социуме. И вот такой вот набор убеждений впечатывается в наш культурный код. Или же то, что мы называем менталитетом. Наша ментальность, она, здесь, я думаю, всем понятно, известно, она построена во многом на запретах. Запрет на проявленность, запрет на то, чтобы идти, пробовать новое, совершать ошибки. Запрет на то, чтобы, опять же, заявлять о себе, когда ты не получил какого-то образования. Вот эта история без бумажки, ты какашка, она, как ни крути, сильно долго вбивалась в головы людей, которые росли в Советском Союзе. И вот здесь мы вроде бы как живем в абсолютно свободном мире, но почему-то вот эти вот, знаете, такие ошейники электрические, они тормозят нас, когда мы пытаемся куда-то выйти. И вот мы видим какого-то человека, какую-то блогершу Катю, которая на тебе и вырвалась за вот этот электрический забор. И начала свободно себя проявлять, что-то пробовать, что-то предлагать, зарабатывать деньги. Ну, в конце концов, что сделала Катя? Катя просто охуела и положила большой болт на всякие социальные убеждения. И вот те, кто находится за этим электрическим заборчиком, не по своей воле, не по своему желанию, мы там сидим, но, тем не менее, мы испытываем боль, когда мы смотрим на человека, который себе что-то позволил. И, конечно, наша естественная защитная реакция – это злость. Для того, чтобы не разрушиться, для того, чтобы не видеть свой ошейник, мы начинаем проецировать на вот эту самую Катю все свои самые негативные чувства и закидывать ее гнилыми помидорами. Да, действительно, человек может продавать примитивный контент. Моя задача не в том, чтобы обелить какую-то сторону, очернить другую. Нет, моя задача в том, чтобы мы увидели простую взаимосвязь. Все, что нас цепляет, говорит о том, что нам желательно заглянуть в свой внутренний мир и понять, а что же там у меня внутри болит, на какую точку мне сейчас наступила эта блогерша. И, конечно, когда мы смотрим со стороны, мы видим вот эту вот Катю, и в это время Лена, к
примеру, психолог, которая закончила 2 вуза, которая пишет научные статьи, которая ведет серьезную практику, которая постоянно ходит на супервизии, интервизии, находится в сообществе и при этом проводит в день по 6-7 психологических сессий по небольшому чеку, ну, ее, конечно же, разрывает, потому что, да как так, да я вот столько усилий вложила, я все делала правильно, я все делала по какому-то заложенному в моей голове сценарию, но при этом я сейчас в конце недели лежу уставшая, потому что просто я переработала. И при этом мне недостаточно денег для того, чтобы восстановить свои силы и ресурсы. Я сейчас описываю крайности, но я думаю, суть вы понимаете. Суть в том, что мы спускаем собак на человека, который позволяет себе больше, чем мы себе можем позволить. И что мы делаем? Если мы посмотрим на энергетическом уровне, каждая наша эмоция – это энергия. И испытывая, например, злость, либо же испытывая зависть, когда мы постоянно наблюдаем за человеком, когда мы смотрим и думаем: Господи, как он классно живет, как ему повезло, блин, я тоже хочу так выглядеть, я тоже хочу иметь такое окружение, я тоже хочу иметь такой стиль жизни. По сути, мы испытываем зависть, и одно дело, когда мы на этой зависти начинаем расти, развиваться, что-то, использовать эту энергию как-то конструктивно для себя, а другое дело, когда мы завидуем, это уязвляет нас, естественно, наше самомнение, нашу идентификацию, мы начинаем в себе сомневаться, и мы впадаем в какие-то очень деструктивные переживания. То есть энергия, она не выходит куда-то в позитивное русло, она уходит в деструктивное русло, в саморазрушение. Но не только. Дело в том, что направляя эмоцию в адрес какого-то человека, опять же, злость, зависть, обида, любовь, неважно, мы этого человека своей энергией подкармливаем. И здесь мы подходим к чему? К тому, а как же эти блогеры растут? Почему вот они прям вот как грибы после дождя развелись сейчас? Ну, потому что на самом деле наше общество, оно достаточно агрессивное. Оно пассивно-агрессивное, я думаю, мне не стоит этот момент сильно раскрывать. У людей нет какой-то психологической базы, нет понимания, как можно тактично общаться с другими людьми. Если нас кто-то бесит, мы вообще не стесняемся, поливаем грязью этого человека. И таким образом мы разбазариваем свою энергию. И вот представьте, человек вышел, сделал что-то, всех бомбануло, потому что он стригерил много кого, он попал в болевую точку. Интуитивно или это был маркетинг, здесь не важно, но он куда-то попал. Его контент начинает разлетаться, он вызывает просто шквал эмоций, и с этих эмоций он кормится, и он начинает расти дальше. И так он становится еще более видимым, он становится еще более объемным, затрагивает еще больший слой людей, и он еще больше растет, еще больше. И вся энергия, которую ему направляют завистники или, не знаю, люди, которые мнят себя его врагами, они просто дают ему возможность расти. А ведь деньги – это энергия, ведь аудитория – это энергия. Внимание людей – это энергия. То есть, по сути, человек просто конвертирует внутри себя эмоции, которые летят в его адрес, и переводит это, переплавляет, как угодно, в денежный эквивалент. Вот и все. И чем больше он растет, тем больше он бесит других людей. Чем больше он бесит других людей, тем больше он растет. И вот мы имеем такой огромный социальный пласт. То есть, по сути, в чем наша задача? Если мы говорим о такой психологически здоровой позиции, мы находим какой-то триггер, и мы начинаем смотреть внутри себя. Почему меня это раздражает? Ну, допустим, у человека нет какого-то профиля, нет каких-то компетенций. Мы задаем себе вопрос, а не усложняю ли я свой путь? Не подавляем ли я
тем самым комплексом самозванца, который сейчас уже не сказал, только ленивый. Либо же человек просто легко зарабатывает деньги, ему, ну, вот как липнут они к рукам, он спокойно продает. И здесь мы спрашиваем себя, а как мне достаются деньги? А может быть, я пашу целыми днями за какой-то, ну, чек, который близок к прожиточному минимуму. Конечно же, тогда мы обращаем внимание на себя, почему я нахожусь в такой ситуации. Что мне мешает действительно выйти из этой позиции выживания и начать обеспечивать свои потребности. И таким образом мы можем раскрутить вообще любой триггер себе на пользу. И таким образом мы не дарим энергию человеку, мы ее возвращаем себе и используем для собственного роста. То есть я позлился, но я провел этот диалог внутри, провел определенную работу, и эту самую злость я конвертировал в какую-то площадку для внутреннего роста. И таким образом, конечно, все становится на свои места, мы отталкиваемся от другого человека лишь для того, чтобы расти и развиваться, ну, как бы лишая возможности другого человека расти за счет нашей энергии. То есть, по сути, если все сейчас быстренько успокоятся, пойдут в работу над собой, начнут исследовать себя и свои триггеры, корректировать их, выходить из вот этих вот программ, которые передаются от одного рода к другому, менять свой код внутренний, менять фильтр, через который мы смотрим на мир, то инфо-цыгане просто исчезнут. Да, исчезнут, потому что они перестанут выполнять свою функцию. Мы все слышали 1000 раз, что мир — это система, и эта система живет по каким-то определенным законам. На самом деле, как ни крути, социуму выгодно взрослеть. Вот социуму как системе в целом выгодно исцеляться и взрослеть. Поэтому нам сама система закидывает такие триггеры для того, чтобы мы вообще увидели, в каком мультике мы живем, как мы осуждаем других людей, не замечая каких-то своих слепых зон. В общем-то, инфо-цыгане, они несут огромный вклад в социальное развитие, если наше общество способно расти. Но если бы оно было не способно расти, то мы бы и не сталкивались с таким явлением. Я вам предлагаю побыть с этими размышлениями, посмотреть все-таки внутрь себя, понять, что вас триггерит, что вас цепляет, и все ваши мысли по поводу той информации, которую я вам дала, я прошу озвучить в комментариях. Мне было интересно передать вам эту информацию, я с удовольствием буду получать от вас обратную связь в виде лайков, репостов в Instagram, и до новых встреч. Всем пока!